Ребят, я еще нашел здесь 3 склепа исполнения желаний. Они так и называются, склепы исполнения желаний. Вот это склеп княгини Волконской. Видите, стены исписаны. Хотя, говорят, здесь где-то должно быть типа урны, и туда должны люди скидывать свои желания. Ну, как у нас бывает, они скидывают все это дело. Вернее, не скидывают, а пишут на стенах просто. С этой стороны тоже все исписано. На паузу поставьте, прочитайте, кому интересно. Есть даже надписи на английском языке. Хоть видео целое снимай. А рядом со склепом Волконской находится склеп доктора Овера. Правда, этот склеп, видите, в таком не в очень хорошем состоянии. Разрушается. Там вообще непонятно что. И так как Овер был доктором, сюда, говорят, приходят медики перед сдачей экзамена. Ну и, соответственно, тоже пишут свои желания. Наверное, чтобы сдать экзамен хорошо. Ничего себе, даже дерево выросло. И пойдемте вон к тому склепу. Вижу, весь исписан прям. И этот склеп, к которому я иду, это склеп семьи Эрлангер. А Эрлангер — это мукомольный король России. Ну, это в 1800 там какие-то года. Вот, видите, семья Эрлангер. А, вот здесь, смотрите, есть даже ящик, где можно оставить свои записки исполнения желаний. Так, ну и что тут пишут у нас? Как бы туда подняться-то? Сейчас поднимусь. И сюда прям люди часто приходят, смотрите. Вон что-то прям умоляют, просят. Здесь вот. Уважаемые эрлангеры, помогите обрести богатую жизнь и здоровье. Так что, ребят, пока смотрите это видео, можете тоже загадать желание. Смотрите, даже на китайском написано. Конечно, приходят сюда и уроды всякую хрень пишут. Ну, с другой стороны, в принципе, не понимаю, зачем на стенах писать. Вот же сделали специально для записок. Ага, здесь тоже все исписано. Это памятник архитектуры. Вообще-то. Помогите найти жену. Ему надо было номер телефона оставить. Ладно. Вот такие у людей желания. Не на каждом кладбище увидишь такое. Леон Плаут. Интересная могила. Здесь тоже, видите, плачущая девушка. Нахожусь в районе Чертаново, и здесь находится Введенское кладбище. Ну, я не мог не зайти на него. А это кладбище вообще считается чумным. И было оно создано в 1771 году, именно как чумное. И тут же я нашел могилу Люсьена Оливье. Вот она, его могила. Все вы, наверное, его знаете по знаменитому салату оливье. Как вороны орут. И да, это кладбище еще находится, мало того, что в районе Чертанова, это так называемая немецкая слобода. Соответственно, здесь тоже захоронение иностранцев. Немцев, англичан, японцев, всех, кто был на Руси, кто приезжал в Россию. Ну и сами, наверное, уже знаете, что немецкая слобода, здесь не только жили немцы. Немецкая не значит немцы, а именно как бы переводилось, не переводилось, означало немой, ну не говорящий по-русски на тот момент. Поэтому называется немецкая слобода. И здесь очень много могил с иностранными именами.
Здесь вот тоже старое захоронение. Леон Вилкин. 1835-1903. А внизу, наверное, имя и фамилия жены. Паулина Вилкин. Умерла в 1911. Также здесь много склепов. Раз, два, три, четыре, 5, 6. И на той стороне еще. Ну и там, конечно, тоже вдали очень много всяких склепов. Все это разбито на участки. Если кто-то будет в Москве и захочет посмотреть могилу Оливье, Люсьена Оливье, то участок номер 12. Посмотрите, какая интересная могила. Скорее всего, был фотографом человек, похороненный здесь. Не вижу, кто там похоронен, снегом заметено. И да, тут еще есть кладбищенские коты. Смотрите, какой он толстый. Иди сюда. Не хочешь? Вот смотри, какой толстяк. Вот так выглядит вход, ну и, соответственно, выход с территории кладбища. Все, ребят, я отправляюсь дальше. Всем хорошего дня.